Что если здание настолько огромное, что внутри него идет настоящий дождь? В Китае построили небоскреб, где облака образуются прямо под потолком атриума, а туман стелится по торговым галереям без какого-либо оборудования. Это просто физика атмосферы внутри замкнутого пространства высотой в 100 метров. Архитекторы не планировали этого эффекта. Он возник сам, когда здание оказалось достаточно большим, чтобы создавать собственный микроклимат. Это не метафора и не рекламный трюк. Внутри этой башни зарегистрированы перепады температуры, влажности и давления, характерные для открытой местности, а не для помещения. Здание называется «Новый век Global Center» и расположено в Чэнду, городе на юго-западе Китая. Его построили в 2013-м, и на момент открытия оно стало крупнейшим отдельно стоящим зданием в мире по площади. Не самым высоким, именно самым большим по занимаемому пространству. Внутри умещается 500 тысяч квадратных метров полезной площади. Для сравнения, весь Пентагон, американское министерство обороны с его знаменитой пятиугольной формой, занимает около 600 тысяч квадратных метров общей площади, включая внутренний двор и все переходы. Новый век почти догоняет его, но при этом является единым монолитным строением без разрывов и дворов. Внутри здания расположен искусственный пляж с настоящим песком, волновой бассейн длиной в 300 метров, торговые галереи, отели на 5000 номеров, каток, кинотеатры и офисные блоки. Все это существует под одной крышей, которая поднимается на высоту 100 метров в центральной части атриума. Воздух внутри огромного замкнутого пространства ведет себя иначе, чем в обычном помещении. У поверхности пола, где работают кондиционеры, температура держится около 22 градусов. Именно эта высота и создает проблему, которую инженеры не предусмотрели в полной мере. Но на высоте 70-80 метров воздух прогревается от тепла, которое поднимается снизу, от людей, освещения бассейна с подогревом воды. Разница температур между нижней и верхней зонами атриума достигает 10-15 градусов. Теплый влажный воздух от бассейна поднимается вверх, охлаждается у верхних конструкций и начинает конденсировать. Этот эффект зафиксировали сотрудники здания в первые же месяцы после открытия. Образуются капли воды, взвешенные в воздухе. То есть буквально туман или легкое облако прямо под потолком здания. В утренние часы, когда бассейн уже прогрет, а верхние уровни еще не успели набрать температуру, под куполом атриума собирается видимая взвесь водяного пара. Посетители, поднимающие на верхние этажи торговых галерей, входят в зону повышенной влажности, где поверхности слегка влажные, а видимость снижается. Это не авария и не неисправность системы вентиляции. Это прямое следствие масштаба здания. Инженеры скорректировали работу климатической системы после открытия, увеличив мощность осушителей воздуха в верхней зоне. Однако полностью устранить эффект не удалось. Физика атмосферы не подчиняется строительным нормам. Пока внутри здания существует открытый водоем площадью в несколько тысяч квадратных метров и высота потолка в 100 метров, процесс испарения и конденсации будет продолжаться. Инженеры фактически обслуживают не здание, а маленькую атмосферную систему. Искусственный пляж внутри — отдельная история. Над волновым бассейном установлен гигантский экран шириной около 150 метров, который воспроизводит изображение неба с облаками, закатами и рассветами по расписанию. Посетители лежат на песке, смотрят в небо и не видят настоящего потолка здания. Температура у пляжа поддерживается круглый год на уровне 28 градусов. На улице в Чэнду зимой может быть около 5 градусов. Внутри в это время лето. Город внутри города живет по собственному климатическому расписанию, не зависящему от того, что происходит снаружи. Внутри нового века есть улицы. Настоящие улицы с тротуарами, указателями и перекрестками, только без автомобилей и без неба над головой. Человек может войти в здание утром и провести там весь день, пройдя несколько километров пешком, ни разу не выйдя наружу. Расстояние от одного конца здания до другого составляет 500 метров. Это примерно 5 кварталов обычного городского района. 5 отдельных отелей работают внутри единого строения, и у каждого свой вход, своя стойка регистрации и своя концепция. Гость может заселиться в один из них, спуститься на лифте, выйти на внутреннюю улицу и оказаться в торговом квартале с ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, не покидая здание. Для части туристов, приезжающих в Чэнду специально ради этого места, весь отпуск проходит внутри одного строения. Волновой бассейн работает по расписанию. В определенные часы машина генерации волн запускает цикл, и 2-метровые волны идут по бассейну длиной 300 метров. Люди с досками для серфинга катаются внутри здания, пока за стенами может идти дождь или лежать снег. Инструкторы по серфингу работают здесь на постоянной основе. Это их обычное рабочее место, расположенное глубоко внутри бетонного и стального сооружения без единого окна, выходящего к воде. Каток занимает отдельный блок площадью несколько тысяч квадратных
квадратных метров. Рядом с ним зона с аттракционами, включая американские горки, которые проходят через несколько уровней здания. Поезд аттракциона разгоняется внутри закрытого пространства, проходит через тоннели и арки, построенные уже внутри основного строения. Здание содержит здание внутри себя. Кинотеатральный комплекс рассчитан на несколько тысяч мест одновременно. Офисные блоки занимают целые этажи и рассчитаны на тысячи сотрудников. Люди приходят на работу внутрь этого здания каждое утро, проводят рабочий день, обедают в одном из сотен ресторанов на внутренних галереях и уходят домой вечером. Тато весь день без естественного освещения, без открытых окон, без уличного воздуха. Естественного света внутри нет почти нигде, кроме нескольких зон у внешних стен, где установлены стеклянные панели. Основная часть здания освещается искусственно круглые сутки. Система освещения меняет интенсивность в зависимости от времени суток, имитируя утро, день и вечер. Но это именно имитация, не связанная с реальным положением Солнца. Работники офисов и персонал отелей проводят смены в пространстве, где понятие «за окном темно» не имеет прямого смысла. Потребление электроэнергии здания сопоставимо с небольшим городом. Только система кондиционирования и климат-контроля потребляет столько энергии, сколько требуется для обеспечения нескольких десятков тысяч обычных квартир. Волновой бассейн, освещение, лифты, эскалаторы, холодильное оборудование, катка. Все это работает непрерывно, без остановок на ночь, потому что внутри здания нет ночи в привычном смысле. Число посетителей в выходные дни достигает 100 тысяч человек. Это население среднего российского города, одновременно находящееся под одной крышей, в одном здании, дышащее одним воздухом. Тем самым воздухом, который из-за масштаба пространства начинает жить по законам атмосферы, а не вентиляции. Феномен внутреннего дождя зафиксирован не только в Чэнду. В Шанхае существует небоскреб Шанхай Тауэр высотой 632 метра. И внутри его многоуровневого атриума инженеры обнаружили аналогичный эффект, только в вертикальном измерении, а не горизонтальном. На уровне 50-го этажа температура воздуха в атриуме на 7 градусов выше, чем на уровне 10-го. Влажный воздух, поднимающийся снизу, охлаждается при подъеме и образует видимую взвесь прямо внутри здания. Сотрудники офисов на верхних этажах периодически наблюдают туман за стеклянными перегородками, отделяющими рабочие зоны от открытого пространства атриума. Это не технический дефект, это прямое следствие архитектурного решения. Шанхай Тауэр спроектирован с открытым внутренним пространством между внешней и внутренней оболочками здания. Это пространство выполняет функцию теплового буфера. Зимой оно удерживает тепло, летом снижает нагрев. Но одновременно оно создает условия для формирования микроклимата. Замкнутый воздушный столб высотой в несколько сотен метров начинает вести себя как атмосфера над горным склоном, где температура падает с высотой и образуются облака. Инженеры Шанхай Тауэр измерили перепад давления между нижними и верхними уровнями атриума. Разница оказалась достаточной, чтобы влиять на самочувствие людей, долго находящихся в пространстве атриума без перехода через герметичные зоны. Те, кто поднимается по открытым лестницам атриума с 1 по 50 этаж без остановок, испытывают легкое давление в ушах, как при наборе высоты в самолете, только значительно более слабое. В здании Бурдж-Халифа в Дубае высотой 828 метров проблема внутреннего климата решалась принципиально иначе. Архитекторы отказались от открытых атриумов большой высоты и разделили здание на герметичные климатические зоны. Каждые 20-30 этажей образуют отдельный блок с собственной системой вентиляции. Переход между блоками происходит через лифты и герметичные тамбуры. Это решение предотвратило формирование внутренней атмосферы, но потребовало значительно более сложной инженерной системы. В новом веке горизонтальный масштаб создает ту же проблему, что вертикальный масштаб создает в небоскребах. Разница температур между зоной пляжа, где поддерживается 28 градусов, и зоной катка, где температура воздуха у льда около 10 градусов, составляет 18 градусов. Эти две зоны разделены расстоянием около 200 метров и несколькими торговыми галереями. Воздушные потоки между ними создают постоянную циркуляцию, которую система вентиляции не может полностью контролировать. На границах климатических зон возникают участки с нестабильной влажностью и температурой. Персонал здания, работающий в зонах перехода между пляжем и остальными секциями, жалуются на постоянные простуды. Резкий перепад температур при переходе из теплой влажной зоны в зону с нормальным кондиционированием создает условия, при которых иммунная система не успевает адаптироваться. Это задокументированная проблема крупных торговых и развлекательных комплексов с несколькими климатическими зонами под одной крышей. Но в новом веке она выражена значительно сильнее, чем в обычных торговых центрах, из-за экстремального разброса температур между зонами. Наблюдения за внутренним климатом здания продолжаются. Датчики температуры, влажности и давления установлены на разных уровнях атриума и передают данные в центральную систему управления климатом в режиме реального времени. Операторы вручную корректируют работу вентиляционных установок в зависимости от числа посетителей, внешней температуры и активности бассейна. В дни, когда на улице высокая влажность и тепло, внутренний туман в верхней зоне атриума становится заметнее. Того наружный воздух, попадающий внутрь через входные группы, добавляет влагу в уже насыщенную систему.
Проектирование нового века заняло несколько лет, и команда инженеров столкнулась с задачами, для которых не существовало готовых решений. Здание такого горизонтального масштаба не строилось раньше, а значит, не было ни прецедентов, ни строительных норм, ни расчетных таблиц. Инженеры буквально изобретали методику на ходу, проверяя каждое решение на компьютерных моделях, которые сами же создавали под конкретную задачу. Фундамент здания потребовал забивки тысяч свай на глубину до 30 метров. Грунт в Ченду неоднородный. Под городом проходят тектонические разломы, и в 2008 регион пережил землетрясение магнитудой 8 баллов, унесшее почти 90 тысяч жителей. Строить здание площадью в 500 000 квадратных метров на сейсмоопасном грунте — это не просто инженерная задача, это уравнение с десятками неизвестных. Каждая свая рассчитывалась индивидуально с учетом нагрузки конкретного участка здания над ней. Кровля площадью в несколько десятков гектаров стала отдельной проблемой. При таких размерах тепловое расширение материалов становится критическим фактором. Летом в Ченду температура поднимается выше 35 градусов, зимой опускается до нуля. Представьте, если бы в вашем доме был такой же микроклимат, как в новом веке. Хотите узнать, как использовать нейросети для ваших задач? Загляните на PlayProfi. Все самые популярные нейросети в одной подписке, а при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. Перепад в 35 градусов на длине 500 метров означает, что кровельные конструкции расширяются и сжимаются на несколько десятков сантиметров в год. Жесткое соединение на такой длине приведет к разрушению. Конструкция лопнет, как прямая стальная труба при нагреве. Инженеры разработали систему компенсационных швов и подвижных опор, позволяющих кровле дышать без потери герметичности. Система пожаротушения здания не имеет аналогов в гражданском строительстве. Стандартные спринклерные системы рассчитаны на помещение с потолком не выше 10-15 метров. В атриуме потолок на высоте 100 метров, значит вода из спринклера просто не долетит до очага пожара на нижнем уровне с нужной интенсивностью. Инженеры разработали многоуровневую систему. Спринклеры на каждом ярусе галерей, отдельные системы для зоны пляжа, для катка, для кинотеатра. Дополнительно установлены системы дымоудаления с вентиляторами мощностью, достаточной для эвакуации дыма из пространства объемом в несколько миллионов кубических метров. Эвакуация 100 тысяч человек из здания без наружных окон в большинстве секций. Задача, которую пожарные нормативы большинства стран не предусматривают в принципе. Китайские инженеры разработали специальный план эвакуации с промежуточными безопасными зонами внутри здания, герметичными отсеками с независимой вентиляцией, куда люди могут укрыться до прибытия спасательных служб. Число эвакуационных выходов превышает требования стандартных норм в несколько раз. Акустика здания стала неожиданной проблемой. Огромное открытое пространство атриума создает эхо с задержкой до 2 секунд. Звук от аттракционов, музыки и голосов 100 тысяч людей суммируется в постоянный шумовой фон, уровень которого в центре атриума достигает 85 дБ. Это громкость оживленной городской магистрали. Инженеры установили 1000 панелей звукопоглощающего материала на внутренних поверхностях, снизив уровень шума до приемлемых значений. Но полностью решить проблему в пространстве таких размеров невозможно. Электрические кабели, проложенные внутри конструкции здания, имеют суммарную длину, которую сами строители оценивают как достаточную, чтобы протянуть линию от Ченду до Пекина и обратно. Трубопроводы водоснабжения и канализации образуют сеть, сопоставимую с инфраструктурой небольшого города. Обслуживание этой системы требует постоянного присутствия технических служб, которые работают в здании круглосуточно. Пока посетители катаются на волнах искусственного пляжа, под их ногами в технических тоннелях дежурят бригады инженеров. Стоимость строительства нового века составила около 15 миллиардов юаней, примерно 2 миллиарда долларов по курсу на момент завершения работ. Эта сумма сопоставима с бюджетом небольшого государства на год. При этом здание окупается. Ежегодный поток посетителей измеряется десятками миллионов человек, и каждый из них тратит деньги в магазинах, ресторанах, отелях и на аттракционах внутри. Бетона на строительство ушло столько, что хватило бы на возведение примерно 30 стандартных многоэтажных жилых домов. Стальных конструкций около 100 тысяч тонн. Для перевозки этого количества стали потребовался бы железнодорожный состав длиной около 20 километров. Стекло для внешних фасадов и внутренних перегородок суммарной площадью превышает площадь нескольких десятков футбольных полей. Волновой бассейн вмещает около 22 тысяч кубометров воды. Это примерно 9 олимпийских плавательных бассейнов, слитых в одно длинное пространство. Система фильтрации и обеззараживания воды работает непрерывно и за сутки прогоняет через себя весь объем воды несколько раз. Химикаты для поддержания качества воды завозятся регулярными поставками. Расход сопоставим с крупным городским аквапарком, работающим круглый год без перерывов на зимний сезон. Кондиционирование воздуха в здании потребляет около 100 мегаватт электрической мощности в пиковые летние дни. Для сравнения, небольшая гидроэлектростанция вырабатывает от 50 до 150 мегаватт. Фактически всю выработку такой станции поглощает система климат-контроля одного здания. Зимой потребление снижается, но не кардинально. Поддержание летней температуры на пляже в холодный сезон требует значительных затрат на отопление этой зоны. Число эскалаторов внутри здания превышает 200 единиц, лифтов — несколько десятков.
порядков. Ежедневно они совершают десятки тысяч рейсов, перемещая посетителей между уровнями. Техническое обслуживание только лифтового и эскалаторного хозяйства требует постоянной бригады специалистов, работающих в здании на постоянной основе. Персонал здания в рабочие дни составляет несколько тысяч человек. В выходные и праздничные дни число сотрудников увеличивается дополнительными временными работниками. Только уборщиков, обслуживающих 500 тысяч квадратных метров площади, требуется несколько сотен человек в смену. Если выстроить всех сотрудников здания в одну шеренгу с интервалом в метр, она протянется на несколько километров. Внешний фасад здания покрыт панелями общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Мытье этих панелей снаружи производится специальными подъемными платформами по графику. Полный цикл очистки всего фасада занимает несколько недель. Внутренние поверхности убираются ежедневно, но из-за масштаба к моменту завершения уборки последнего участка первый уже снова требует внимания. Уборка в новом веке — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, идущий параллельно с работой здания. Суммарное число посетителей за все годы работы здания с 2013 по сегодняшний день измеряется сотнями миллионов человек. Если бы каждый посетитель оставил на полу здания одну монету достоинством в 1 юань, слой монет покрыл бы всю площадь здания несколько раз. Это не художественный образ, это просто способ представить число, которое иначе не умещается в голове. После открытия нового века несколько стран начали пересматривать собственные строительные нормативы. Проблема оказалась простой. Действующие нормы в большинстве государств были написаны в расчете на здания определенного максимального размера. Новый век вышел за эти границы, и целые разделы строительного законодательства просто перестали применяться. Не потому, что были нарушены, а потому, что не предусматривали объект такого масштаба. Китай к моменту строительства нового века уже обладал крупнейшей строительной отраслью в мире. В 2013-м страна производила больше цемента, чем весь остальной мир вместе взят. Ежегодно в Китае вводилось в эксплуатацию жилья больше, чем существует во всей Франции. На этом фоне новый век был не аномалией, а логичным следствием строительного масштаба страны. Когда ты строишь столько и так быстро, рано или поздно появляется проект, который переписывает рекорды. До нового века крупнейшим зданием мира по площади считался цветочный рынок в Алсмере в Нидерландах. Около 700 тысяч квадратных метров под одной крышей. Но это функциональный склад-рынок с низкими потолками и простой конструкцией. Новый век с его атриумом высотой 100 метров, 5 отелями и волновым бассейном. Принципиально иной тип сооружений. Сравнивать их по одному параметру площади все равно, что сравнивать авианосец с баржей по грузоподъемной. Концепция здания повлияла на проектирование торгово-развлекательных комплексов по всей Азии. В течение нескольких лет после открытия нового века в Китае, Малайзии, Таиланде и Индонезии начали строиться объекты, напрямую вдохновленные чендуским проектом, с внутренними пляжами, искусственными волнами и экранами, имитирующими небо. Ни один из них не достиг масштаба оригинала, но сама идея создания замкнутой среды с искусственным климатом стала архитектурным трендом. Критики проекта указывают на экологическую сторону вопроса. Здание потребляет колоссальное количество энергии для поддержания искусственного лета внутри в любое время года. Углеродный след одного посещения нового века значительно выше, чем посещение обычного торгового центра, и это не считая транспорта, которым приезжают посетители. Архитекторы и экологи назвали здание образцовым примером расточительной архитектуры, игнорирующей климатический контекст. Защитники проекта приводят другой аргумент. Новый век концентрирует развлечения, торговлю и гостиничный сервис в одной точке, снижая транспортную нагрузку на город. Вместо того, чтобы ехать в разные концы Ченду в аквапарк, на каток, в кино и ресторан, сотни тысяч людей делают все это в одном месте. Суммарный транспортный выброс от этого паттерна потребления ниже, чем если бы те же люди ездили по отдельным объектам. Рекорд нового века, как крупнейшего здания по площади, был оспорен уже через несколько лет. В 2015 году в Дубае открылся торговый центр с несколько большей заявленной площадью. Однако методики подсчета различаются. Одни включают парковки и технические зоны, другие считают только площадь, доступную посетителям. В зависимости от методики подсчета первое место занимает то один, то другой объект. Сам факт этого спора показывает, что новый век запустил гонку, которая не закончилась с его открытием. Он переставил планку, и другие строители немедленно начали к ней тянуться. Есть люди, которые не выходят из нового века неделями. Не потому что заперты, это просто незачем. Гости отелей, приехавшие в командировку или на отдых, обнаруживают, что внутри здания есть все необходимое для жизни. Еда, сон, развлечения, работа. Некоторые из них намеренно выбирают этот формат.
Капсульный отпуск внутри одного здания без необходимости выходить наружу, планировать маршруты или взаимодействовать с городом снаружи. Психологи, изучающие поведение людей в закрытых искусственных средах, обратили внимание на новый век как на уникальный объект для наблюдения. Человек, проводящий несколько дней без естественного освещения, без смены погоды, без уличного шума, начинает терять ощущение времени. Искусственная смена освещения в атриуме имитирует день и ночь, но мозг фиксирует несоответствие. Свет не меняется так, как солнечный, температура не колеблется, как на улице, запахи не меняются со сменой суток. После 3-4 дней внутри часть людей сообщает о нарушениях сна и легкой дезориентации во времени. Сотрудники здания, работающие в сменах без выхода на улицу, адаптируются иначе. Уборщики, работающие в ночную смену в зонах без окон, проводят 8 часов в пространстве, где нет никаких признаков того, что снаружи ночь. Охранники, патрулирующие внутренние галереи, ориентируются по часам, а не по естественным сигналам. Часть персонала, по данным опросов внутри компании, сообщает о том, что после нескольких месяцев работы перестает замечать отсутствие окон, среда становится нормой. Дети, которых родители регулярно водят в новый век на выходных, воспринимают искусственный пляж как обычный пляж. Для ребенка до 7 лет разница между настоящим морем и волновым бассейном под 100-метровым потолком с экраном небом несущественна. Оба варианта одинаково реальны, потому что оба являются частью его опыта. Педагоги фиксируют случаи, когда дети, впервые попав на настоящий морской пляж, называют его таким же, как в торговом центре. Внутри здания зафиксированы случаи, когда люди теряют. Не в переносном смысле. Буквально не могут найти выход или нужный объект. 500 метров в длину, несколько уровней галерей, сотни магазинов и заведений с похожими фасадами создают среду, в которой навигация становится нетривиальной задачей. Система указателей разработана специально с учетом этой проблемы, но ежедневно служба информации получает десятки обращений от потерявшихся посетителей. В дни пиковой нагрузки, когда в здании одновременно находится 100 тысяч человек, найти конкретное место или человека внутри без средств связи практически невозможно. Пожарные службы Чэнду проводят учения в новом веке регулярно, несколько раз в год. Каждое учение выявляет новые сложности. Как эвакуировать людей из зоны пляжа, когда они находятся в воде, как ориентироваться пожарным в задымленных галереях без естественных ориентиров. Как обеспечить связь в здании с толстыми бетонными перекрытиями, экранирующими радиосигнал. После каждого учения план корректируется, но идеального решения для объекта такого масштаба не существует. Слишком много переменных, слишком большое пространство. Здание продолжает работать каждый день. Волны идут по расписанию. Экран над пляжем показывает закат в 18:00 и рассвет в 8 утра, независимо от того, что происходит снаружи. 100 тысяч человек в выходной день дышат одним воздухом, который собирается в облака под потолком и капает обратно вниз. Монстр живет своей жизнью, и люди внутри него живут его жизнью тоже. В 2023 в Китае начали строить объект, который должен превзойти новый век по масштабу. Проект называется Чэнду Тяньфу и предполагает создание многофункционального комплекса с еще большей площадью, собственной транспортной системой внутри и зонами, имитирующими открытые городские пространства, парки, площади, набережные, все под одной крышей. Архитекторы проекта прямо называют новый век отправной точкой и говорят, что учли его просчеты в области климат-контроля и навигации. Это означает, что феномен внутренней атмосферы, зафиксированный в новом веке, станет инженерной задачей номер 1 для следующего поколения сверхбольших зданий. Проектировщики Тяньфу заявили, что намерены не бороться с образованием внутренних облаков, а управлять ими, использовать естественную конденсацию влаги для орошения внутренних озелененных зон. Здание будет собирать воду из собственного внутреннего тумана и использовать ее для полива. Вопрос, заданный в начале, звучал просто: может ли здание быть настолько большим, что внутри него образуется собственная погода? Ответ, который дает новый век, однозначен: да, может. И это не предел. Следующее поколение сверхбольших зданий будет не просто мириться с этим эффектом, а проектировать его намеренно. Внутренний климат перестает быть побочным следствием масштаба и становится архитектурным инструментом. За пределами Китая концепция развивается в другом направлении. В Саудовской Аравии строится линия. Город-здание длиной 170 километров и высотой 500 метров, в котором планируется разместить 9 миллионов жителей. Это уже не торгово-развлекательный комплекс и не отель. Это полноценный город внутри одного строения. Если новый век создал внутреннюю атмосферу случайно, линия будет содержать внутри себя полноценные климатические зоны намеренно, от проектирования до эксплуатации. Человечество строит здания, которые перестают быть зданиями в привычном смысле слова. Граница между архитектурой и географией размывается. Когда внутри строения идет дождь, когда там есть свой ветер, своя температура, свое небо на экране, это уже не здание, это территория. И люди, живущие и работающие внутри, являются не посетителями постройки, а жителями созданной среды. Новый век в Чэнду открылся в 2013 как торгово-развлекательный комплекс с пляжем и катком. За 10 лет он стал чем-то большим.
моделью будущего, в котором города строятся не вширь и не ввысь, а внутрь, где погода регулируется, природа имитируется, а пространство не заканчивается за дверью, потому что двери, выводящие наружу, можно просто не искать. Туман под потолком атриума собирается каждое утро, когда бассейн прогревается, а верхние конструкции еще холодные. Капли воды висят в воздухе на высоте 80 метров над головами людей, идущих по внутренним улицам. Это не поломка и не чудо, это просто физика, та же самая, что создает облака над океаном. Только океан здесь искусственный, небо нарисованное, а здание достаточно большое, чтобы стать миром.